Итак, ребят, всем здравствуйте еще раз. Давайте посмотрим, что же вам нужно, необходимо осуществить по мнению высших сил. Так, либо все единое, либо вариант, который приглянется. Вот так вот. Итак, несколько секунд определяйтесь. Я буду начинать. Первый вариант. Первый вариант. Прохождение родовых программ, хотите называйте, выход из-под влияния эгрегора, магия, понимание истинной любви, пожалуйста. Здесь трансформация магии должна быть. Здесь, да, которая влияет на ваше будущее поколение, на родовую систему, понимание чистой искренней любви, а не подложной. Устранение подселенцев и же с ними связанными товарищами, которые задают тон вашему событийному ряду в судьбе вашей. Вы должны научиться управлять своей судьбой сами, творить и созидать ее самостоятельно, а не под влиянием эгрегора. Следующий аспект. Десятка мечей по сердечной чакре. По вашему наполнению. Все, что приносит вам десятку мечей, забирает автоматически вашу фортуну. Идет разрушение, а вы должны правильно совершать свой тот или иной выбор относительно событий, людей, ваших шагов в дальнейшем. Вы делаете неправильный выбор. Из-за этого потом в состоянии жертвы сидеть вы можете и упиваться этим. Третий вариант, третий аспект. Вы должны осознавать, куда вам на самом деле стоит держать курс. Как сочетать в себе и одно, и второе, и пятое, и десятое, понимаете, и при этом оставаться в балансе. Вы должны управлять своей жизнью сами, взять на себя ответственность. На этом этапе я вам хочу сказать так. Вы надолго упрочите свое положение среди определенных эгрегоров, если пожелаете, естественно. Кто-то войдет в статус королев Пентаклей, и опять же таки это надолго. Но ваши ресурсы — это не любятина. Это ваш ресурс, ваши планы. То, над чем вы должны выбрать цель, идти к ней, и при этом получать еще и поддержку. Так, четвертый аспект. Помните о своем очищении, о том, куда вы вкладываете энергию. Помните о одной цели. И
Здесь ритуалистика, ребят. Ритуалистика по фазам Луны, получение определенных знаний от рода, в том числе раскрытие собственной интуиции. Смотрите на других, выполняйтесь, но действуйте по-своему. Здесь нужно проявить инициативу и креативность собственную, ощущая свою интуицию. Иначе, ваши ритуалы не будут работать. Здесь следующий вариант. Вам нужно уйти от сценариев из прошлых ваших жизней и от кармических долгов. Уйти вы должны в то, что приносит вам стабильность. Тут уже идет статус императрицы. Здесь уже, да, заключение договоров посерьезнее. Здесь уже материнство, брак. Ну, скажем так, пахота довольно-таки приличная. Почему? Потому что вопросы с предыдущими воплощениями. Здесь на осознанность уже будут уроки. Следующий аспект, что вам нужно понять, вам нужно понять, что вас поддерживают высшие силы. Для кого-то зачатие, кто-то боится этого, кто-то боится начинать себя защищать. Здесь вам высшие силы помогают. Если вы этот один вариант выбрали, здесь вообще хорошо. Держите свои границы, идите к победе за своими мечтами. По поводу ребенка будут дети, зачатие, да, защиты, да, да вообще все, да. Защита, если собственных детей удалось, не удалось, там ритуал, может, или еще что проводили, здесь, да. Сила. Следующий аспект, что вам нужно понимать, что вам, где вам, в чем нужно действовать, да. Проявить собственную силу. Знаете, покорить самого себя мне идет. Здесь либо научиться правильно выбирать, либо делать акцент в пользу того, чтобы избавиться от мороков насчет для кого-то ныне существующего брака, отношений, бизнеса, общения, построенной иерархии, вами же, вокруг себя же. Либо же здесь будет у вас выбор между мечевым и императором. Причем император для семьи идет мечевой с мороками. Проявление собственной силы. Так, следующий аспект. Ваше наполнение. Ваше наполнение. Смотрите, чем вы наполняетесь очень внимательно и усердно. Если делаете все как хотите, как хочет ваше сердце, окей. Но учтите, что тут пытаются вам его перекрыть, чтобы вы глаз не слышали его. Не хотят, чтобы вы взяли силу вашего рода в полном объеме. Особенно это касается тех, у кого идут партнерские договоренности с определенными иерархиями, духами, душами, предками, духами рода, людьми, дружба, содружество, либо же семья. Вы в паре, в тандеме, в квартете, неважно, будете очень продуктивны. Возможно, здесь многие из вас думали, что да вот я одиночка или еще что-то такое, вот, до таких подобных мне. Нет, это заблуждение. Это все заблуждение. Закрывают то, что вас наполняет.
Вам надо это убрать. С помощью созидания в содружестве с кем-то, либо с какой-то энергией. Следующий аспект. Прекратите концентрироваться на том, что вы потеряли. Обратите внимание на то, что вам дают и предлагают высшие силы. Да будет справедливость, не переживайте, будет. Будет однозначно, после того, как вы в баланс войдете, со всем миром в гармонию вступите, если хотите. Знаете что, помимо того, чтобы бороться с закольцовками, простраивайте свое пространство на более широкий круг общения. Здесь научитесь понимать, что мир многогранен. Сколько людей, столько и мнений, понимаете? И не все время в борьбе надо сидеть. Так, а вот здесь уже повеселее. Прорабатывайте свои моменты насчет неудовлетворенностью этим воплощением, этой жизнью, причем очень активно и усердно. Именно за этим будут смотреть высшие силы. Да, будут это вам закрывать, будут это движение пытаться полностью обнулить через треугольники, через попытки подселить вам суицидальные мысли туда же, разочаровашки, бедность, понимаете? Здесь такое впечатление, как будто бы урок на любовь к себе. Что я здесь и сейчас выбираю, несмотря на то, что вокруг меня и какие события происходят, кем они спровоцированы и что делают люди. Переход из одного эгрегора в другой. Еще вот так вот. Так, здесь защита уже идет. Защита высших сил. По этому аспекту я скажу так: прекратите в новом нарисовывать сценарии прошлого, иначе у вас никогда не будет будущего. Вы так и застрянете, зациклитесь в этом всем. Вы должны понять, что вы сами маг своей судьбы. Еще вопрос по 15-му. Хватит с ним бороться, примите, что он есть в каждом из вас. Здесь святых нет. Уже очень большое количество тысяч лет. Не обольщайтесь на свой счет. Помимо этого, научитесь принимать то, что есть люди, у которых 15-й проявлен более активно, и им нужен тот свет, который вы накопили в себе. Это не означает жалеть каких-то своих недоброжелателей. Это означает, что вы должны понимать людей, которые другой дуальности, нежели вы сами. Если коротко. И последний момент. Побольше погружений в себя, там найдете все истины, но ненадолго. Действовать вы должны в любом случае. Вы должны понять, что все, что не делается, все к лучшему. Любая остановка и пауза должны быть использованы для вашего обучения.
Вы должны научиться наконец-то помогать этой планете, своему роду, и только тогда все вместе вы выйдете в победителя, когда вся система едино работает как механизм, хорошо отлаженный. Прекратите здесь по этому варианту, прекратите уповать только на мир мертвых. Что вот он приведет меня к победе. Мир мертвых делает свою работу. Мир демонов, мир ангелов, а вы в мире живых. Делайте свою, будьте любезны. И здесь, если борьба за какого-то короля кубкового за счет приворотов, не могу оставить, люблю, блядь, не могу, просто все, умираю. Это ваши ограничения, вас это ни к чему хорошему не приведет. У вас должны быть более высокие планы и действия к этим планам. Только тогда вы победите то, что вас закольцовывает на первый аспект. Вот как-то так. Всем остальным, кто не занимается этой белибердой, себя прорабатывал. Здесь все равно работа над разбитым сердцем. Здесь чистки нужны. Не на то вы обижаетесь. На 80% во всем, что с вами происходит, виноваты вы сами. Как только человек действительно искренне это осознает и принимает, жизнь становится очень наполнена большим количеством красок на самом деле. Вот так вот. Аспектов, конечно, много. Забавно и интересно. Ну, давайте по общему, что у нас тут осталось. Значит так, ситуация, когда крали ваши ресурсы, когда была болтанка вроде хорошо, опять все в ноля, как корова слизывает. Род, деньги, здоровье, перспективы, будущее, фортуна, удача. Самоограничение, подселы, именно уничтожение через неупокоенных и вот таких созданий. Да, выход через дуальность. Понятное дело, что девятку пентаклей вроде наполнились, но, блядь, тяжело. Как только куда-то продвигаюсь, валят крадники, это нормально. Потом вы защищаете свои границы, и лишь потом будет ваш переход. Это если коротко, опять же таки, не вдаваясь в подробности и глобальных аспектах. Поэтому смотрите, кто на какой стадии здесь находится. И радуйтесь, если вы уже покинули даже эту карту вот туда, где ничего нет, и каждому из вас уготован свой путь. Значит, вы уже определенная личность. Вы знаете четко, куда вы идете, для чего, с какой целью и кому с вами по пути, а кто даже на пушечный выстрел и залп не подойдет к вам. Вот как-то так, ребятки. Осознанным добра и любви этого мира, а всем остальным веселье, веселье и еще раз веселье. Они сами его просят. Всем пока-пока.